В 16 лет я мечтал о бабках, потому что я был в такой ситуации, что их не было. Кто хочет 0,1 битка, эквивалентом 400 баксов? Но к тому моменту у меня уже кредитов было на 100. Любил гулять, понимаешь, там партии, алкоголь там, и так далее. Ты первый $1 миллион заработал до битка или уже на битке? Да. Расскажи как. Там нормально было, там почти ярд было, там 760 миллионов они, короче, это. Я был первым инвестором в ICO. Теперь ты в моем списке друзей. У меня получилось встретиться с человеком, который занимается тем же в Австралии, чем я занимаюсь в Украине. Секретный миллионер, родившийся на Камчатке, гений криптовалюты, человек, который с нуля построил бизнес в Австралии, Сергей Сергиенко. Когда переехал в Австралию, с семьей жили в бараке 2 года за $20 в месяц. В школе никогда не ездил на экскурсии по той причине, что нечего было надеть, кроме школьного трико. Приходили в магазин, и на семью из 4 человек было $30 на продукты. Брали все самое дешевое. После школы Сергей набрал в гугле фразу «Кто больше всех зарабатывает в Австралии?». И на первом месте были юристы, на втором – актуарий. На эту специальность он и поступил. Первый $1 миллион заработал на продаже австралийской недвижимости. Компания, на которую он работал, обанкротилась. Боль от несбывшихся надежд пытался залить алкоголем. 4 года продолжался его запой. Сергей сейчас владелец блокчейн-компании Кронабанк, образовательной компании Headway, инвестор. Сергей Сергиенко – один из разработчиков первой на планете женщины-робота Софии. 14 лет переехал в Австралию. Почему именно Австралия? Потому что визу на тот момент отсюда дали. Вы поселились, было написано $20 в месяц платили, да? Неделю. $20 в неделю, да, понедельно платят. Да? Как нашли жилье? Как все начиналось здесь? В 94-5 братки просто к отцу пришли и сказали, типа, иди отсюда. И он свалил. Сидней? Не, на Камчатке. И он там занимался там пригоном машин, там пригоном всякой ширпотреба и так далее. То есть он, в принципе, все здесь сразу знал, все здесь там узнал и так далее. Когда мы приехали, уже, в принципе, на готовое, с одной стороны. Была база. Ну да, вот я называю это бараками, ну потому что это бараки и были. Это как часть русской церкви. То есть, условно, комьюнити, где есть, я не знаю, сколько лет назад, в 50-х, я думаю, это построили дело. И там, в принципе, была такая коммуна по русской линии, скажем так, по православной. Хотел переезжать или не хотел, когда родители? Тогда были 90-е, и в 90-х там вообще ничего не ясно было, естественно. И потом, знаешь, Австралия, никто ничего не знает об Австралии. То есть мне было 14 лет, меня особо не спрашивали, но я особо не брыкался. Как у тебя получилось заработать самые первые $100, вот лично свои, которые ты заработал в Сиднее? Я был мега умный, скажем так, по здешним меркам. То есть что значит? Используя, скажем так, советскую школу, да, то есть я закончил там, по-моему, 7 класс. Я здесь был на уровне 9-10. И я начал обучать народ математике, репетиторство, вот. Сколько тебе лет было? 16. То есть в 16 лет первые $100 ты заработал на репетиторстве? Мы говорим сейчас о предпринимательстве именно, да? Предпринимательство, конечно. Okay. А так первый было, я работал на фабрике по сбору кондиционеров. Причем на фабрике не было кондиционера. И поэтому как бы я ушел, я там недели 3 поработал. И зарплата у меня была, по-моему, $4,61 в час. Или что такое? $4.61 в час. Жесть. То есть там $100 даже было, запаришься зарабатывать. О чем мечтал тот 16-летний парень? То, если честно, $1 миллион до 30 была нормальная мечта. Потом, в смысле, как я начал осознавать, что это на самом деле не из-за денег. Если честно, о здоровье всегда мечтал. Это странно звучит, почему? Потому что я курю, там, знаешь, бухаю. Да. Ну, в смысле, если здоровье, в принципе, есть, и рассудок нормальный, тогда все нормально будет. В принципе, в 16 лет я мечтал о бабках. И именно почему? Потому что я был в такой ситуации, что их не было.
Первая десятка. Да, в месяц у нас в неделе считают. Ну, после универа я начал продавать недвижку. В России я продавал австралийскую недвижку. И там у меня комиссионные были 6%. И, в принципе, там с первого миллиона, ну, продаж, это 60 тысяч баксов сразу. Ну, то есть, это было уже мне сколько, 22, наверное. Закончил универ, как бы начал искать работы, и там зарплаты были там 40 тысяч долларов в год. Но к тому моменту у меня уже кредитов было на 100. Да. Любил гулять, понимаешь, там партии, алкоголь там и так далее. Сколько тебе лет было, когда был кредит 100 тысяч долларов? 18, 20? 20-21. Выставка недвижки в России, там, заграничной недвижки в России. И я, в принципе, был первый, который предлагал Австралию вот, в Москве. Как тебе парни, которого они увидели впервые в жизни, сказали, что 40 долларов оплатят, чтобы ты поехал в Россию? Не, они не сказали, что оплатят, что я сказал, что если они хотят продаж, то им придется заплатить с 50 тысяч баксов. То есть они эти деньги дали тебе на расходы в Россию, да? Ну, условно, да. Ну, на выставку. Ты же еще никакого результата не сделал. Обещать же может много людей. Но поверили. Ну, видать, повезло то, что, я же говорю, компания была не совсем такая, не сами, скажем так, пушок у носа был. Сколько тебе лет было? 22, наверное, потому что сразу после универа, да. Ну, то есть, ну, весело было, прикольно. И вот с этого комиссионные были по 6%, потому что они там предлагали 4, я говорю, не, меньше 6 ничего не буду. И, ну, 6% за недвижку, это мега комиссионные обычно. А ты им сказал, что ты инвестируешь? Они тебя вернули в эту тему? Ну, напомнили, что, бро, ты же говорил о том, что... Напомнили, и вот об этом я как бы до сих пор сожалею, напомнили, и в это время у меня тесть искал, куда там, что вложить, и вот начало 2 миллионов было эти бабки. Почему ты сказал, что жалеешь? Ну, потому что потом эта компания обанкротилась, и все потеряли половину того, что было. Они собрали вещи и уехали? Ну, я был в очередной раз в России, и ко мне должен был приехать это один из них, ну, один из директоров этой компании. И потом начал там придумывать истории, что типа он ездил на мотоцикле в лесу каком-то, и там что-то он перевернулся и сломал ребра, и, короче, он не приезжает. Я что-то почувствовал, что что-то не то. Сел на самолет, приехал обратно, и в эту ночь, это было 25 мая 2007 года, в эту ночь по телевизору говорят, что эта компания обанкротилась. Ты их так и не нашел? Почему? Я знаю, где они отсидели за это дело. Они отсидели? Ну, конечно, это же Австралия. Их поймали? Ну, так они особо не прятались. Там нормально было, там почти ярд было, там 760 миллионов они, короче, это посадили, по-моему, фигня месяцев на 9. 760 было, считай, половину вернули, да, то есть 350. И, типа нет, ну, скорее всего, да. Ты первый $1 миллион заработал до битка или уже на битке? Да. Да. Расскажи как. Мы с парнями начали компанию по аутсорсу рабочей силы. Ну, в 3 словах, что это значит? Это значит, что, допустим, у нас идет стройка, кто-нибудь заболел где-то, и туда нужен сварщик. Мы вот этого сварщика сами нанимаем и даем на день, скажем так, и берем цену за час. То есть, условно, сварщику мы платим, там, не знаю, 30 долларов в час, а компания платит нам 50. Если просто чернорабочий, там было, мы платили 20, брали 32 или 31, что такое. Как пришла идея? Бухал в то время, да. Ко мне приходит мой дружбан с Узбекистана. И говорит, слышь, у меня здесь есть там 10 рабочих, не помню, 10 или 20. Говорит, и давай им визу в Австралию сделаем. Они каждый по 10-15 хотят заплатить. Я такой посчитал, думаю, опа, 100-150 нормально, жить можно. Я говорю, ну давай, а что надо? Он говорит, ну надо их английскому типа учить. Я говорю, ну давай типа колледж откроем. Он говорит, ну давай, по сколько надо? Там условно там, по 5 тысяч. На тот момент мы собрали, в конце концов получилось там 15. И, ну то есть и тупо пробухали эти бабки. То есть нашли офис, депозит за офис, там, по-моему, 6 или 7 было, да, остальное там у нас осталось десяточка, и мы там что-то там, рекламу в какую-то газету что-то дали по поводу того, что английские курсы делаем, да, и пробухали бабки. И, короче, мы сидим, аренду следующего месяца надо платить в офисе, да, и как бы думаем, что делать. Ну, в смысле, в офисе ни стола, ни стула, ничего, просто офис, там, знаешь, там, главное, с туалетами. Вот, и как бы сидим, и я сижу, думаю, что делать. Начал звонить по всем. И позвонил этому челу, с которым, ну, этому человеку, с которым работал, и говорит, давайте я что-нибудь продам. Пока там работал, я как бы знал, ну, большую статью расходов занимает вот именно рабочие. Я говорю, ну возьми у меня рабочего. Он, ты все равно ни хера не знаешь о рабочем, ну давай, ладно, хер с ним. В 3 часа дня мы выходим, смотрим, там немного китайцев стоит, ну, как около иммиграции у нас офис был, они стоят в кучке. Я говорю, кому нужна работа, китайец поднимает, меня зовут Альберт.
И понеслась. Я его в машине до магазина довожу, он покупает себе каску, башмаки и понеслась. Все. Здесь, допустим, если что-то делают, идут, ну, копает экскаватор что-нибудь, да? И там должен стоять человек, который поливает водичкой это дело все, чтобы пыль не летела. Да? Если этого человека нет, тогда все стоят и ничего не делают. Вот если тот человек, которого тренинг организовал, который поливает водичкой и не пришел, то получается вообще небольшая жопа. Вот. И как бы в этот момент я говорю, окей, я говорю, парни, короче, нам надо ходить тоже там работать и так далее. Они говорят, ну, окей, ладно, типа, мы готовы, если что. Ну вот в один прекрасный момент чел звонит и говорит, типа, вы что, охуели, что ли, там, блядь, где ваш рабочий, у меня здесь все стоит, там, туда-сюда. Я говорю, ладно, сейчас будет. То есть сам сажусь, иду, себе каску покупаю. Важно было, по тебе видно, если ты ни разу на стройке не был, да? То есть каску об пол, там башмаки вот так вот тоже, там, чтобы были покоцаны. Приезжаю, он говорит, ну, слышь, передай своему боссу, что он идиот, блядь. Ну ладно, начинай, типа, да, и понеслась. Он говорит, а давайте эту, white card. Я говорю, а что такое white card? Ну это было вот, то есть мы уже работаем, ну, полгода, наверное, да, и потом я узнаю, что такое white card, да. Он говорит, а где, что тебя нет? Я говорю, подожди, есть. Типа это у жены. Позвонил одному из своих рабочих, которые уже работали, я говорю, дай номер. Вот он дал номер карточки, я говорю, вот мой номер карточки. Потом я говорю, типа, парни, будем ходить на вот эти стройки иногда, нам все нужно white card. Пошли на курс. Мы пошли на курс, но там просто так нельзя было прийти. Там надо было прийти, заплатить по 100 баксов. Пришли, в конце концов, там 20 человек. Я думаю, нифига себе, 2 штуки баксов. Я думаю, за день. И я сидел на первом ряду, и тренер чек положил за свою зарплату на стол, лицом вверх, да. Но я смотрю, у него там 500 баксов. На перерыве подхожу к тренеру, говорю, слышь, у нас здесь вот такая компания это по найму людей. Я говорю, давай ты у нас будешь приходить учить. Он говорит, ну давай. Первый день, когда пришел только учиться, сразу понял, ты выхватил тему и его хотел такой же бизнес делать, сразу ну же да, там. Ну да. Но он говорит, типа, так как мы конкуренты, я с тебя буду брать не 400, а 850. Я говорю, ну ладно, хер с ним. Короче, на одной из строек мы нашли принтер старый. И он черно-белым печатал со всякими точками интересными, да. И, короче, там напечатали такие вот эти плакаты А3. И развесили по всем хостелям, типа, получи работу. И маленьким этим, но сначала там пройди курс. Вот. И в первый курс у нас было 17 человек, то есть пришло, условно, там 1700. Да. Ну там плюс-минус это, и, короче, понеслась. Сколько сейчас этот бизнес приносит в месяц? Ну смотри, в год моя доля, я думаю, в смысле, чтобы я в бизнесе оставляю дофига, в год моя доля может быть 100, 150, 200. Так просто. Сколько вы собрали на ICO? На ICO в деньгах это было 5 миллионов 400, по-моему, или 5 500, что такое. Как ты распорядился деньгами, как выстраивал команду, какие были незапланированные затраты? Во-первых, возместить косты самого ICO, свернуть то, что занимали там и так далее, для того, чтобы это сделать. Это раз. Два, всегда был план сделать так, чтобы это все длилось, как бы компания была профинансирована наиболее долго, что в принципе и есть. То есть в 3 словах это было диверсифицировано в разные активы для того, чтобы компания работала. Как набрал команду, в принципе идея вот Хроно, она уникальная и мега крутая. Многие ей начинают болеть, когда они слышат и понимают, что к чему. И поэтому команду было достаточно просто собрать. То есть у нас мега крутая команда, я бы сказал, одна из самых лучших в индустрии даже. Из-за спада рынка ребята, которые занимались криптоуслугами, начинают перепрофилироваться. Что по твоему окружению? Которые были там из-за хайпа, естественно, перепрофилируются 100%. Которые там были до хайпа, вот это мы там и многие мои друзья, у них все нормально. Если в шампанском аналогию проводить, то там, я не знаю, за место там Дом Периньона перешел на Майо. Те, кто до хайпа были, они и остаются. Ну, естественно. Там мы помним эфир по, еще раз, там $3, по $9, понимаешь? Мы помним биток по 600, по 400, по 200, даже меньше, понимаешь? И здесь как бы, ну, ничего особенного, коррекция, в принципе. В каких странах или городах самая сильная криптокомьюнити? Какой город для жизни лучше человека, который занимается криптовалютами? Я слышал, что Берлин. У нас вот человек работает из Берлина, да, и в Берлине, мне кажется, очень-очень-очень круто. В Таиланде вот много, Копанган, именно остров, но там слишком все расслаблено для моей, ну, как, мне не очень нравится. В принципе, во всех городах есть криптокомьюнити, да. Ну, в Сиднее есть, естественно, в Мельбурне есть. Израиль, кстати, с точки зрения стран, там в Израиле мега, ну, круто. Ну, я думаю, там, если ты не еврей, по-моему, в Израиле тебе, ну, как, не очень комфортабельно. Самый сложный день в твоей жизни? Бро, нифига себе, вот это самый сложный день моей жизни.
Вот как бы у меня, когда сын родился, у меня сыну 7 лет, когда сын родился, вот в 3 недели он заболел. И заболел там, знаешь, такая непонятная какая-то хрень. И вот он когда болел, и его там начали это протыкать, там позвоночник, как его, тестировать всякие эти вещи. И вот тогда было не очень сладко. Я бы сказал, вообще просто пипец. Вот это тот день. Люди чаще всего жалеют о 2 вещах, что мало любили и мало путешествовали. Как думаешь, о чем сейчас такое ощущение, что жалеешь? Ну что, помнишь, я тебе говорил, что битки там традиционно надо покупать и продавать, если 100% на нем есть. Я жалею то, что испугался там 600% битка и продал его, да. Ну это давно еще было. Вот. А так, это просто шутка. О том, что бухал много в свое время. О том, что когда миллионы были потеряны, начал сильно бухать. Из-за этого как бы здоровье, конечно, пошатнулось. За счет чего получилось выйти с этого? Ну, кстати, это за счет семьи и жены, если честно, потому что жена у меня мега крутая, что все это как бы вытерпела, и не то, что, знаешь, там в позу вставала, а именно как бы работала с этим и прощала, когда надо, и дулась, когда тоже надо было, вовремя все. Кстати, это мега круто. А какие, скажем, 2 ошибки ты сделал, и какие выводы с них? Одна ошибка точно была допущена. Вот когда мы собирали для оригинальной компании деньги, да, хоть мы там мы вкладывали по ровным суммам, из-за этого у каждого получилась ровная доля. Это друзья там туда-сюда, да, но равная доля это, если честно, очень плохое начало бизнеса. Почему? Потому что там начинается очень трудно принимать решения, получается. Потому что если у всех равная доля и все думают об этом, что у всех все равно, решения принимаются с большим трудом. Ты говоришь, что тебя никто никогда не воспринимает как миллионера. Как ты к этому относишься? Да, потому что я об этом не думаю так, понимаешь? Миллионер, в смысле, это все очень странно, понимаешь? То есть, если тебе от бабушки дом достался, он стоит 3 миллиона, ты миллионер или нет? Понимаешь? То есть, миллионер это так, это просто ярлык, который это... То есть, мне на самом деле все равно. Мне параллельно вообще. Зачастую даже лучше, если это не понимать, кто ты. Что тебя мотивирует? Дети, семья и доказать самому себе, что я могу. И то, что мы занимаемся, это имеет большую цель, чем я. То есть большая цель. Ты являешься одним из разработчиков работы София. Не, один из инвесторов. Почему пошел в эту тему? Ну это мега круто. Когда тебе в следующий раз предложат участвовать в создании робота, первого робота, который выглядит как человек и чувствуется как человек. Давай оторвемся и узнаем друг друга получше. Теперь ты в моем списке друзей. И сразу, ты на этом зарабатываешь? Если да, то как? Заработал, скажем. Я был первым инвестором в ICO Софии. Вот, и на этом, естественно, заработал. Сколько? Можно здесь я не буду. Там больше миллиона, да, и больше 2 и так далее. Достаточно. Нормально. Слушай, на Софии хорошо получилось. А? На Софии хорошо получилось. За Софию, что? Ты поверил в тему, да? Почему тебе предложили? Или ты просто зашел быстро? Да не, предложили всем. Потому что мы были одними из первых, к нам все приходили, все проекты приходили к нам за баблом. Ты что? Если бы ты сейчас не занимался битком и лицензиями, чем бы ты занимался? Все равно, понимаешь, если посмотреть, там, что я делал, мне на самом деле все равно, чем заниматься. Я бы хотел заниматься чем-то, что меняет мир к лучшему. Просто я по-другому к этому пришел бы, мне кажется. То есть без вариантов я бы, скорее всего, это же и делал. Планы на ближайшие 5 лет? Продолжать развивать Хронобанк. Именно Хронобанк это то, что мне на самом деле нравится. Я считаю, что это то, что после нас останется, и то, чем нас запомнят. В чем суть Хроно для людей, которые не в теме? В 3 словах это банк времени. То есть условно ты сможешь под свой рабочий час занимать. Скажем так, отработал 3 часа, ты можешь тут же получить зарплату, допустим. То есть не ждать там 2-3 недели, месяц. Понимаешь, а вот именно в тот момент. Любой желающий сможет продавать свое рабочее время клиентам, зарабатывать больше, а клиенты будут экономить на услугах посредников. То есть все, что связано с зарплатой и упрощением оплаты труда. Когда ты последний раз плакал? А вот на шоу «Секретный миллионер». Поэтому оно и популярное стало, наверное. Да, там вообще меня впечатлило на самом деле. Вот в этом шоу, да, то есть у меня видно, что там слеза течет.
Но там разница была, что вот эта женщина, которой я денег дал, до нее была ее соседка. 2 дома рядом стоят. Одни даже с чаем не смогли угостить. Это в русской деревне, это вообще непонятно, как сделано. Ну, как вот такое возможно, я никогда не думал, так будет. А другие, как бы, дали последнее. И именно вот контраст меня впечатлил в этом смысле. Если мы говорим о том, чтобы там приехать, или кто-то думает о том, чтобы уехать и приехать, надо понимать, что для начала вы никому нахрен здесь не нужны. Да. Если вы в СНГ своему государству нафиг не нужны, то за границей в какому-то другому государству вы точно не нужны. И это стоит понимать, когда ты уезжаешь. 2, если ты уезжаешь просто так из-за того, что там слишком херово, то надо приготовиться к тому, что не факт, что за границей будет все просто. И я бы сказал, даже больше будет все сложно, чем все просто. Здесь свои трудности, они просто другие. Тебе надо думать о том, что как сказать определенное слово в определенной ситуации, потому что это не твой язык. Чтобы с опыта сейчас ты посоветовал себе 18-летнему? Все стандартные, что типа покупай биток, да? Держи, это стандартно, да? Не, я бы посоветовал больше учи и как бы более кругозорно. Ну вот если конкретно, да, вот допустим, куда идти, биток, что учи? Конкретно биток. Развивает талант общения с людьми. В принципе, у меня он так более-менее нормальный, да? И это очень важно. То есть, видишь, мне повезло, как бы я экстраверт, да? Многие люди интроверты, им очень сложно общаться, допустим, с другими людьми. Если мы говорим о бизнесе или даже об эмиграции, это один из навыков, который мега важен. Более быть, скажем так, открытым с людьми, хотя уже более открыто некуда. То есть так. Друзья, я дикий счастливчик, потому что у меня получилось встретиться с человеком, который занимается тем же в Австралии, чем я занимаюсь в Украине. У него клуб. Это клуб бизнесменов, в котором 600 бизнесменов, которые делают бизнес в Сиднее и в Мельбурне. А сейчас мы чуть больше узнаем, как работает клуб, и почему люди ходят в этот клуб, и как вообще создавать и развивать бизнес в Австралии. Поехали! Даниэль, расскажите, что такое CUB? Club of United Business. Мы частный клуб, который объединяет австралийских предпринимателей и собственников бизнесов, дабы помочь им продвинуться в мире бизнеса. А можете подробнее рассказать о CUB? Да, конечно. Мы существуем, чтобы объединять предпринимателей и собственников бизнесов. И среди всего количества этих людей выделяется лишь небольшая часть наиболее амбициозных, кто хочет делать большие, масштабные вещи в бизнесе. Но число людей, которые реально это делают, еще меньше. И эти 2 группы людей постоянно ищут друг друга. Ведь вместе они сильнее. Мы знакомим и объединяем этих людей, даем им сеть контактов, бизнес-семью. Мы даем им место для взаимодействия, чем является наш прекрасный дом клуба. Ну и потом мы предоставляем им услуги для организации взаимодействия и общения между собой. Кто члены вашего клуба? Это собственники динамично растущего бизнеса. Это не те, кто только начали свой бизнес-путь, и не те, кто имеют самый большой бизнес в стране. Это представители бизнеса нового поколения. Мужчины, женщины, которые являются собственниками бизнеса с выручкой от 1 до 50 миллионов. А расскажите о самом известном, популярном члене вашего клуба, пожалуйста. У нас достаточно известных людей в клубе. Те, о которых я могу говорить, это Джейн Лу, основательница и SEO компании Showpo. Это один из самых больших ритейлеров Австралии в сфере моды. Также у нас есть директор компании Deliveroo в Австралии, Левай Эрон. Какие есть критерии для вступления в клуб?
У нас существует 6 руководящих принципов для всех членов. Первый – человек должен быть собственником или SEO компании. Второе – компания должна иметь выручку от 1 миллиона, но обычно 2 миллиона. Третье – у них должен быть реальный офис, ведь мы существуем не для коворкинга, мы частный клуб. Четвертое – они должны подходить к культуре нашего клуба. Мы хотим видеть, что они в клубе для правильной, общей цели, для построения ценных отношений. Пятое – они должны вносить свой вклад в наш клуб. И шестое – мы, как клуб, также хотим принести пользу каждому участнику. А как вы проверяете соответственность этим критериям? Сначала потенциальные участники подают официальную заявку, которая потом проверяется нашим главным офисом и нашим советом. После проверки они либо одобрят заявку, либо отправят ее в список ожидания. Это зависит от типа бизнеса и сферы, в которой они его ведут. Сколько стоит годовое членство в клубе? У нас только один членский взнос, и все участники платят 7700 за годовое членство. А что сами члены клуба получают, платя сумму в 7700? Первое. Моментально они получают невероятную платформу для взаимодействия с состоявшимися бизнесменами. Второе. Участники получают место для встречи и взаимодействия с этой сетью предпринимателей, своего рода дом для семьи, которым является наш дом клуба. И третье – это сами услуги клуба. Мы предоставляем 2 основных типа услуг. Первое. Каждый участник получает доступ к 4-6 встречам каждый месяц. Это может быть встреча с более быстро развивающимися или даже самыми крупными компаниями в Австралии. С их руководителями, конечно же. И подобные встречи отличаются по своей сути. Это может быть социальная встреча, обучающая встреча или вечер нетворкинга. Второй – это личное взаимодействие между участниками. Это осуществляется каждому участнику клуба лично через его клубного менеджера. Задание этого человека – помогать в построении взаимодействий участнику с другими членами клуба и гарантировать ценность и результат этих взаимодействий. Второе, вы сказали, это дом клуба. Да, это также услуга, которую мы предоставляем. И вы купили эту недвижимость. Абсолютно верно. А сколько стоит вот такой дом, если честно? Это личная информация, но обычно места такого типа продаются от 600 тысяч до 4 миллионов долларов. Вы объединили собственников различных бизнесов, воистину сильных мужчин и женщин, которые имеют компании, целое производство. Но почему, по вашему мнению, люди сейчас начинают присоединяться к различным клубам? Это просто. Люди идут в клубы за полезными связями. Человек всегда ищет подобных себе. Так и здесь. Люди идут в бизнес-клуб, потому что они хотят общаться с другими бизнесменами. Люди идут в спортзал, потому что они хотят окружить себя людьми, что также пытаются быть в форме. Идентичная ситуация и у нас. К нам приходят те, кто любит бизнес, кто хочет улучшить свои навыки в бизнесе и хочет окружить себя близкими по духу людьми. Сколько у вас участников в клубе? У нас 600 участников на данный момент. Какая миссия вашего клуба? Наша миссия – объединять австралийских предпринимателей и собственников бизнесов. А что вдохновило вас на создание этого клуба? Меня вдохновила жизнь и достижения величайших предпринимателей нашей планеты. Некоторые вообще начали с нуля и сумели создать лучшие компании, что наш мир только видел. Если это получилось у них, то я верю, что любой человек на любой должности может достичь подобного. Все, что им нужно, это правильные люди в их окружении. Какой самый популярный тип бизнеса в Австралии? Австралия – очень инновационная страна. У нас высокий уровень жизни населения, что в свою очередь значит сильное и качественное образование. И поэтому у нас много инноваций. Google карты, Wi-Fi – это все инновации, которые дала миру Австралия. Wi-Fi был придуман в Австралии? Именно. Технология была изобретена именно здесь. А могли бы мы организовать сотрудничество нашего клуба в Киеве, клуба в Лондоне и вашего клуба здесь? Это исторический момент, и я хочу, чтобы это попало на камеру.
Как же мы тогда можем посотрудничать? Может, когда австралийский бизнесмен приедет в Киев или Лондон, он посетит одну из наших встреч? Meeting. Да, точно. Я считаю, что для Австралии хорошо иметь группу бизнесменов за границей для целей международного обмена опытом. И это принесет взаимную выгоду как членам вашего клуба, так и нашего. И поэтому объединение предпринимателей со всего мира куда более лучше, чем только предприниматели одной страны. Такое сотрудничество было бы очень хорошо для всех. Участники клуба в Лондоне, в Украине могли бы помочь австралийцам на нашем рынке, а мы вам. Даниэль, я буду ждать вас на встрече нашего клуба в Киеве или Лондоне. Можете сказать на камеру, когда мы встретимся в следующий раз? Наверное, в апреле где-то. Точно не могу сказать. Бизнес – динамическая вещь, но я нацелен сделать это в апреле. В следующий раз мы встретимся на встрече клуба в Лондоне или Киеве. Sounds good. Я могу тебя попросить что-то подарить тем людям, которые будут смотреть, взамен на какой-то вопрос. Окей, конкурс типа сделать? Да. 0,1 битка приз, да? 0,1 битка это что у нас? По нынешнему курсу 400 баксов. Да. Нормально, хороший. Друзья, кто хочет 0,1 битка, эквивалентом 400 баксов? На данный момент. Это было 2 штуки раньше, ты что, это... Может и будет. Накидайте, ребята, там свою вообще крутую цель, то есть в зависимости от вашей цели можно что-то дальше лучше придумать, да, но начинаем с 0,1. Вот так вот давай сделаем. Если цель на самом деле крутая, благая, давай мы с тобой решим, да, то есть не я один, а так мы с тобой, потому что я не понимаю полностью там жизни в Украине и в СНГ я полностью тоже не прочувствовал. В течение 14 дней после выхода интервью мы выберем победителя и запишем какой-то видос о том, кто выбрали, кого и почему. Сможешь записать данный телефончик? Окей, супер, спасибо.